Здравствуйте! Это видео будет интересно тем, кто изучает технику ведения боя служебной собаки с врагом в лице чужого человека. Я не раз говорил о том, что в техническом аспекте натаска боевой собаки с постановкой хватки в кисти рук является наиболее осмысленной и с легкостью проходит проверку на практике. В своих предыдущих видео я объяснял, почему именно такую технику нужно считать наиболее эффективной, приведя примеры, ссылаясь на множество кадров, где запечатлены настоящие противостояния собаки против человека. И сейчас, в очередной раз, я хочу заострить ваше внимание на кадрах, которые красноречиво это подтверждают. Итак, на экране вы видите то, что называется случай из ряда вон выходящий. На полицейского, выполняющего служебные обязанности, напала собака. Но давайте уберем в сторону мораль происходящего и, используя эти кадры, проведем анализ действий собаки в боевой ситуации и выделим их закономерность. Стоит сказать, что противостояние на этом видео имеет все составляющие для того, чтобы смело брать его за руководство к тому, какую техническую модель развивать у собаки при подготовке к боевому применению. Первая и самая главная составляющая заключается в том, что этот поединок проходит между двумя достойными противниками. Оба находятся в прекрасной физической форме, действуют смело и решительно, а главное, контролируют свои действия и осознанно принимают решения. А только при таком условии можно давать экспертную оценку целесообразности отработки определенных навыков, которые действительно сработают в реальном бою. Далее я буду объяснять все элементы этого поединка, проводя параллель с учебным спаррингом, где я работаю с собакой по методике постановки хватки в кисть. Итак, сразу же скажу, что поединок смелых и решительных противников всегда перейдет в фазу, где удары руками, ногами или подручными средствами будут полностью исключены. Такова данность боя собаки и человека. И эти кадры этому подтверждение. Полицейский просто не может взять дубинку, которая висит у него на ремне. И это понятно, ведь рукой, свободной от захвата, полицейский сдерживает собаку, мешая ей делать трепки и глубже впиваться зубами в место хватки. А если он отпустит собаку и попытается взять дубинку, то она тут же произведет более глубокую хватку и будет делать трепки, что приведет к нестерпимой боли и серьезным увечьям. Да и если удастся взять дубинку, это ничего не поменяет. Когда собака кусает руку, бить ее палкой, которую вы держите в свободной руке, невозможно. Реальный бой – это не работа в защитном костюме, когда фигурант не испытывает боли от укуса, свободной рукой бьет собаку. Стоит отметить, что в боевой ситуации абсолютно нет никакой разницы, в какую руку войдет собака, начиная схватку. То ли это будет вооруженная рука, то ли свободная. После того, как собака произведет захват руки, палку можно просто выкинуть, потому что она будет только мешать. Различные удары возможны только лишь в том случае, когда собака труслива и нерешительна в своих действиях, или же в те мгновения, когда смелая собака атакует человека и еще не вошла в захват, или же в том случае, когда она произвела хватку в защищенное место и не может оказать болевой эффект на противника, ввиду того, что на нем плотная зимняя одежда, или же заранее подготовленная для такого случая защитная накладка. Возможность нанесения ударов палкой, различными подручными средствами или просто руками возникает еще в том случае, когда собака производит хватку в ногу. Тогда одной рукой можно сковывать ее действия, а другой наносить удары. Именно поэтому постановка длительной хватки в ногу является грубейшей ошибкой при подготовке боевой собаки. Хватка в ногу должна быть кратковременной и рассматриваться только лишь как технический элемент для того, чтобы зацепиться за противника, в тех случаях, когда он встречает атаку ногой. Но после собака должна незамедлительно выполнить перемену места хватки и уйти в руку, тем самым сковав все действия противника. И именно в таком ключе и необходимо отрабатывать технический арсенал. И пусть вас не смущает кратковременная хватка в ногу. Даже за 1 секунду собака сможет проявить максимальную силу укуса, сделать пару трепков и тем самым нанести значительный урон противнику. Также стоит отметить, что постановка хватки в ногу должна быть от колена и ниже. Если вы проанализируете настоящие поединки собаки и человека или жесткие спарринги в специальной амуниции, то неизменно придете к выводу, что постановка хватки в бедро с профессиональной точки зрения является ошибочной. Проявлять качественную хватку в области бедра
Собаке удобно, когда на фигуранте спортивные накладки или штаны, но они не имеют никакого отношения к боевой подготовке. Сейчас я вам объясню, в чем суть. В настоящем бою огромное значение имеет то, чтобы собака могла нанести серьезные увечья противнику. Без этого теряется сам смысл в подготовке собаки, а работа на костюм искажает действительность. Ведь для того, чтобы удерживать хватку за штаны, собаке не нужно обладать сильным укусом. Для этого ей достаточно иметь среднего уровня хватку. Ткань костюма позволяет ей делать это без особых усилий. И ввиду этого многие кинологи ошибочно думают, что такие навыки будут успешны в настоящем бою. Но на практике все происходит по-другому. Во-первых, постановка хватки в бедро дает худшую позицию в поединке и помогает противнику. А во-вторых, обладая даже максимально сильным укусом, собаке будет очень тяжело нанести ущерб противнику, который повлияет на исход поединка. Да вы и сами попробуйте сжать рукой ногу выше колена, когда на вас надеты, к примеру, джинсы. А после присядьте и продолжайте сдавливать ногу пальцами. Так вы поймете, как в динамике боя при смене положений захват бедра является бесполезным элементом в натаске боевой собаки. Да и кроме всего прочего, когда собака кусает ногу, то у человека свободны две руки. И комбинируя удушение и прочие болевые воздействия, снять собаку с захвата вполне выполнимая задача даже для непрофессионала. При этом проще всего собака снимается именно с бедра, а вот освободиться от захвата руки порой бывает невозможно даже для опытного кинолога. Понимаете, в чем суть? Существует своего рода природная модель боя собаки с человеком, которая обусловлена прежде всего физиологией обоих противников. И эту модель нужно развивать у собаки, а не навязывать ей свои фантазии. Это в спорте, ввиду конструкции защитного костюма, красиво смотрятся хватки в спину, в грудь или в бедро. А вот в боевой подготовке это все относится к области пижонства и является грубейшими ошибками. Так же, как в единоборствах у людей. В кино красиво смотрятся удары с разворота или в прыжке. За этими эффектными трюками очень интересно наблюдать. Но в реальном поединке все это пижонство будет дорого стоить. Поэтому боевая подготовка исключает всю ненужную шелуху, при этом не отменяя то, что собака способна атаковать в любое место, проводя кратковременное удержание, чтобы зацепиться за противника. Необходимо понимать, что в технический арсенал должны отбираться только те приемы, которые собака может выполнить на практике в противостоянии с умелым и решительным противником. Нельзя брать за ориентиры в подготовке те моменты, когда, имея за спиной целый отряд полиции, служебные собаки кусают за различные места беспомощных правонарушителей, которые не оказывают сопротивления. Ведь всякого рода чудо-приемы из кинофильмов также могут сработать в пьяной драке против далеких от единоборств посетителей бара. Но ведь такую практику не берут за основу создатели боевых систем. Опыт боевого применения показывает, что при входе в захват в подавляющем числе случаев собака войдет в предплечье. Человек сам их подставит, как бы ему этого не хотелось. И вот из такой позиции необходимо развивать успех. И желательно это делать методом, который я называю звериный перехват, при котором собака, не выпуская предплечья из пасти, должна добраться до кисти. И я вам скажу, что если бы для собаки, которая на этих кадрах главной целью была бы кисть, а как следствие пальцы, то у полицейского были бы проблемы гораздо серьезнее. Ведь добраться до кисти в такой ситуации обученной собаке не составило бы никаких проблем, и поединок из равного противостояния перешел бы просто в фазу уничтожения человека. Потому что кроме того, что укус в кисть – это совершенно другой уровень болевых ощущений, так это еще и лишение главного оружия человека – его пальцев, без которых противостояние постоянно идущей вперед собаки невозможно. Ведь спасение человека в бою с решительной собакой возможно только лишь когда он сдерживает собаку руками, прижимает ее к себе, лишает возможности делать трепки, пытается придушить собаку, воздействовать на мочку носа и челюсти и всячески старается освободиться от захвата. Такая схватка будет постоянно чередоваться борьбой в стойке с партером, и эти кадры – подтверждение всему вышесказанному. Боль от укуса собаки вынуждает полицейского хватать ее и пытаться освободиться от захвата. И он вынужден забыть про удары и подручные средства. И такой алгоритм действий происходит в каждом настоящем бою. Исключением может быть наличие у человека ножа или пистолета. Но в случае с ножом мы говорим о неравном поединке.
Да и для таких противостояний отрабатывается совсем иная тактика. А о пистолете и говорить нечего, и так все понятно. Следующий очень важный момент касается бытующего заблуждения. Многие кинологи считают, что нет надобности готовить собаку к длительному поединку, ссылаясь на то, что от первого же укуса человек капитулирует или потеряет сознание. Но практика доказывает обратное. Без всякого сомнения понятно, что собака на этих кадрах обладает и сильным укусом, и качественной хваткой. Но ситуация вынуждает человека, пренебрегая боль, бороться за свою жизнь несмотря ни на что. И такой поединок может затянуться надолго. Поэтому одним из основополагающих моментов для боевой собаки является подготовка к длительному и изнуряющему поединку. А теперь рассмотрим один очень интересный технический элемент, который выходит из закономерности реальной схватки собаки с человеком. Когда я объяснял технику работы собаки в кисти рук, я говорил, что уничтожив одну кисть, собака пойдет за второй, и человек ей в этом поможет сам, как бы ему этого не хотелось. И эти кадры яркое этому подтверждение. Полицейский, желая освободиться от захвата, свободной рукой пытается придушить собаку, доставляя ей болевые ощущения, а на такие действия собака, как правило, отвечает перехватом в беспокоящую ее руку. Что и происходит на этих кадрах. Полицейский, сам не понимая того, помогает собаке схватить вторую руку, вынуждая ее сделать перехват. И если бы собака была натаскана в кисть, то, добравшись до второй кисти, она бы ее уничтожила, и судьба поединка была бы предрешена. И без помощи извне для полицейского все закончилось бы очень печально. При этом на этих кадрах вы видите собаку, с которой целенаправленно не отрабатывали перехват, и ввиду этого она опаздывает с переходом в беспокоящую ее руку. И это также является спасением для полицейского. В противном случае обе руки были бы выведены из строя максимально быстро. Еще один вывод, к которому неизменно приходишь после анализа настоящих поединков и спаррингов, приближенных к боевым. Это то, что в реальной схватке уйти собаке в безопасную зону в классическом ее понимании, располагаясь за спиной противника, практически невозможно. По причине того, что собаку постоянно держат, а для ухода за спину нужно свободное состояние. Поэтому правильнее на занятиях формировать безопасную зону путем стремления собаки растянуть соперника, держа хватку за кисть. Эта задача для собаки и проще, и более эффективней. И еще один момент. Для боевой натаски при помощи специальной амуниции собаку учат находить незащищенные места. Так называемая работа по плоти. При работе в кисть эта задача максимально упрощается, так как кисти практически всегда не защищены. А если, как на этом видео, на руки надеты перчатки, то они все равно не спасут от серьезных травм, и кисти рук будут выведены из строя, и как следствие собака выиграет поединок. Поэтому если вы проведете тщательный анализ поединков собаки против человека, то неизменно придете к тому, что более эффективной техники, чем работа в кисти рук, не существует. Ведь суть этой методики не переучивать собаку, а дать ей возможность вести естественный для себя поединок, который заложен природой. Необходимо только лишь помочь собаке понять, где противник более уязвим, и как собаке более искусно использовать свои естественные боевые навыки. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч.